Добро пожаловать на канал. Известно, что среди математических YouTube-видео наибольшей популярностью пользуются задачи на вычисление площади по заданному чертежу. Тому есть различные объяснения. По моему мнению, все дело в зрелищности. Изящный наглядный чертеж с интригующим вопросом, по мнению YouTube-блогеров, привлекут потенциального зрителя гораздо больше, чем условия, пусть даже интересной задачи, которые, однако, надо прочесть и понять. Не знаю, кто запустил эту задачу. Мне встретилось на одном из русскоязычных видео, где решается с помощью теоремы Менелая. Не знаю, как сейчас, но во времена моей юности эта теорема не входила в курс школьной программы. Есть, правда, книга под названием «Новая геометрия треугольника», автор Дмитрий Ефремов, содержание которой основано на теоремах Менелая и Чевы. Первый выпуск этой книги 1902 года сейчас доступен в электронном формате, и есть переиздание в твердом виде и, как надеюсь, в современной орфографии. Очень хорошая книга для любителей математики, но, по-моему, слишком необычная, чтобы ее можно было взять за основу преподавания геометрии. Так или иначе, к теореме Менелая я отношусь как к инородному телу и стараюсь не использовать. Думаю, что и мое, как мне кажется, довольно простое решение также пригодится. Условие задачи, как вы, наверное, поняли, состоит в следующем. В произвольном треугольнике из двух вершин проведены медианы, а из третьей вершины проведен отрезок, делящий противоположную сторону в отношении 1 к 2. Найди отношение площади треугольника, образованного проведенными прямыми, площади всего треугольника. Предлагаю поставить видео на паузу, расслабиться и подумать над решением. Итак, дан произвольный треугольник ABC, площадь которого обозначим буквой S. Начнем с того, что нам хорошо знакомо, с медиан. Проводим медианы AD и CE треугольника ABC, пересекающиеся в точке К. Таким образом, D – середина стороны BC, а E – середина стороны AB. Известно, что медианы в точке пересечения делятся в отношении 1 к 2, считая от противоположной стороны. Обозначив через M длину медианы CE, получаем, что длина отрезка EK равна 1/3 m, а длина отрезка KC равна 2/3 m. Аналогичное равенство можно записать для другой медианы, медианы AD. Длина отрезка KD равна 1/3 длины медианы AD. Рассмотрим два треугольника, весь треугольник ABC и треугольник ADC. Эти треугольники имеют общую высоту, проведенную из вершины А. Таким образом, отношение площадей треугольников равно отношению соответствующих оснований. Отношение площади треугольника ADC к площади треугольника ABC равно отношению длин сторон DC и BC. Поскольку D – середина стороны BC, длина отрезка DC в 2 раза меньше длины стороны BC. Таким образом, площади относятся как 1 к 2, так что площадь треугольника ADC равна 1/2 площади треугольника ABC, или половине S. Теперь рассмотрим треугольник ADC с треугольником KDC. У этих треугольников есть также общая высота, проведенная из вершины C. И снова приравниваем отношение площадей треугольников к отношению соответствующих оснований. Площадь треугольника KDC относится к площади треугольника ADC как длина KD к длине AD. Но длина KD равна 1/3 длины AD. Поэтому площади относятся как 1 к 3, и площадь треугольника KDC равна 1/3 площади треугольника ADC. Ранее было получено, что площадь треугольника ADC равна половине S. Подставляя за значение в равенство для площади треугольника KDC, находим, что площадь треугольника KDC равна 1/6 S. Перенесем это равенство наверх и сотрем все ненужное. Займемся наконец делом. Третий отрезок должен быть проведен из вершины B, и он должен разделить сторону AC в отношении 1 к 2. Пусть точки F и G делят сторону AC на 3 равные части. Длина отрезка F равна длине отрезка FG равна длине отрезка CG. Одну из этих точек, например F, соединим с B. И пусть L и M – точки пересечения отрезка BF с медианами AD и CE соответственно. Наша конечная цель – треугольник KLM.
Но пока отложим его в сторону и займемся отрезком DG, пересекающим медиану CE в точке N. Так как D – середина стороны BC, а G – середина отрезка FC, DG – средняя линия треугольника FBC, поэтому DG параллельно BF. Проведем еще одну среднюю линию. Для этого отметим середину отрезка AF, точку P. Таким образом, длина отрезка AP равна длине отрезка PF. И обозначим эту длину буквой T. В таком случае длина отрезка AF равна 2T. Следовательно, длины отрезков FG и CG также равны 2T. Проведем, наконец, обещанный отрезок EP. Так как точки E и P являются серединами отрезков AB и AF соответственно, отрезок EP является средней линией треугольника ABF. Следовательно, EP параллельно BF. Кульминация решения. Применяем теорему о пропорциональных отрезках, называемую также обобщенной теоремой Фалеса. Эта теорема очень просто доказывается, исходя из подобия треугольников ввиду равенства соответственных углов, образованных параллельными прямыми. Поэтому даже если вы не знакомы с теоремой, вы можете ее сходу доказать. Обобщенная теорема Фалеса утверждает, что если на одной стороне угла отложить произвольные отрезки и через их концы провести параллельные прямые, то на другой стороне угла отложатся отрезки, пропорциональные исходным. Рассмотрим угол ACE. На стороне CA этого угла отложены отрезки GC, FG и PF. Через их концы проведены параллельные прямые DG, BF и EP. Таким образом, на другой стороне этого угла, стороне CE, должны отложиться отрезки, пропорциональные исходным. Таким образом, получаем следующее равенство отношений длин отрезков. NC к MN к EM равно GC к FG к PF. Заметим, что длины отрезков GC и FG равны 2T, а длина отрезка PF равна T. Поэтому отношение длин составляет 2 к 2 к 1. 2 плюс 2 плюс 1 дает в сумме 5, а отрезки NC, MN и EM в совокупности дают медиану CE, длину которой мы обозначили буквой M. Таким образом, находим, что длина отрезка EM равна 1/5 длины медианы CE или 1/5 M, а длины отрезков MN и NC равны 2/5 M каждая. Далее, длина отрезка МК равна разности длин отрезков ЕК и ЕМ. Длина ЕК равна 1/3 М. Длина ЕМ равна 1/5 М. Таким образом, длина МК равна 2/15 М. Длина отрезка КН равна разности длин отрезков МН и МК. Длина отрезка МН равна 2/5 М. Длина отрезка МК равна 2/15 М. Таким образом, длина КН равна 4/15 М. Перепишем значения МК и КН наверх, освободим место и вернемся к нашему старому и почти забытому знакомому треугольнику КДЦ. На этот раз его партнером будет треугольник КДН. Снова треугольники имеют общую высоту, проведенную на этот раз из вершины D. И снова приравниваем отношение площадей к отношению длин оснований. Площадь треугольника КДН относится к площади треугольника КДЦ, как длина КН к длине КЦ. Подставляем значение длин. Длина КН равна 4/15 М, длина КЦ равна 2/3 М. Делим дробь на дробь, чему мы, к счастью, не успели разучиться. Производим сокращение и получаем 2/5. Таким образом, площадь треугольника КДН равна 2/5 площади треугольника КДЦ. Наконец, понадобилась площадь треугольника КДЦ, равная 1/6 S. И, подставляя значение, находим, что площадь треугольника КДН равна 1/15 S. И последняя пара треугольников. Треугольник КДН и наш заветный треугольник КЛМ. Параллельные прямые DG и BF образуют две пары внутренних нахрест лежащих углов. Угол КДН равен углу КЛМ и угол КНД равен углу КМЛ. Таким образом, треугольники подобны по двум углам.
Следовательно, их площади относятся как квадраты соответствующих сторон. Площадь треугольника КЛМ относится к площади треугольника КДН как квадрат отношения длин МК к КН. Но длина МК равна 2/15 м, а длина КН равна 4/15 м, то есть точно в 2 раза больше. Таким образом, отношение длин МК к КН равно 1/2, а отношение квадратов длин равно 1/4. Таким образом, площадь треугольника КЛМ равна 1/4 площади треугольника КДН. Осталось поставить значение площади треугольника КДН, равной 1/15s, чтобы найти, что площадь треугольника КЛМ равна 1/60s. Итак, пишем, что площадь треугольника КЛМ относится к площади треугольника АБС как 1 к 60. И у меня все.